Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я сертифицированный гештальт-психолог, психотерапевт, магистр психологии, и основная моя тема, с которой я работаю, это тема отношений. Также я работаю и с другими темами, это чувство тревоги, злости, тема денег, целей, реализации и так далее, но основная тема, с которой ко мне приходит, это тема отношений. Сегодняшняя тема моего видео, она будет про то, почему же люди остаются в деструктивных, тяжелых отношениях, таких токсичных отношениях и почему-то не уходят. Сегодня мы разберем основные причины, почему же так происходит. И в начале этого видео я хотела бы вас попросить подписаться на мой YouTube-канал и не забудьте поставить лайк, чтобы вообще мой канал и мой контент как-то рекламировался и продвигался и показывался другим людям. Кстати, еще пока не забыла, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я пытаюсь выкладывать каждый день новые посты на тему отношений. И также в начале этого видео приглашаю вас на мои терапевтические группы. Одна у меня терапевтическая группа проходит в Москве, метро 1905 года, и другая группа проходит онлайн. Там мы на практике смотрим, какие сценарии вы создаете в отношениях, как вы вообще предъявляетесь, как вы сближаетесь, как вы ставите границы, как вы говорите нет или не говорите нет. И на практике, получается, мы можем войти в новый сценарий. То есть, чтобы вы получили новый опыт выстраивания близких отношений на группе и уже этот опыт брали в свою жизнь. Думаю, в начале моего видео стоит начать с того, что некоторую затравочку на эту тему, я думаю, вы встречали, может быть, у вас даже есть такая подруга, которая встречается с каким-то мужчиной, который, очень плохо к ней относится, который может применять физическое насилие, который может ее просто ударить по голове, который может ее назвать, сказать, да ты или я не знаю, бегемот, да посмотри на кого-то похожий. И вы в компании, получается, сидите и понимаете, что, как она терпит, как вообще она остается в этих отношениях и от него не уходит. Может быть, кстати, и вы находитесь сейчас в таких отношениях и понимаете, что уже кристально я понимаю, с кем я нахожусь в отношениях, но почему-то я ничего с этим сделать не могу. Поэтому мы поговорим про такие отношения, где есть абьюз, где есть психологическое, физическое насилие, где есть манипуляции, где партнер, с которым находится такой манипулятор, болеет, не может никак самореализоваться, его постоянно подавляют, его постоянно обесценивают, критикуют, в общем-то создают в доме такую атмосферу, где невозможно развиваться, невозможно иметь свой стержень, свои какие-то увлечения, своих друзей, свои хобби. Партнер этот постоянно создает некоторый контроль, осуждение, и этим вызывает некоторые сложности в жизни, допустим, это девушка, либо это мужчина. Я думаю, здесь в начале, кстати, этого видео так скажу про то, что токсичные отношения — это те отношения, где человек терпит, где человек страдает, где это не 20 или 30%. То есть в норме, окей, если у вас в отношениях есть какие-то, я не знаю, недопонимания, как-то вы не можете прийти к чему-то, то есть есть какая-то я не знаю, какая-то ситуация, которая вас обидела, и вы понимаете, что вы можете прийти к своему партнеру, вы проясните и о чем-то договоритесь. А тут я говорю про токсичные отношения, где получается так, что это физическое, психологическое насилие, критика, обесценивание и так далее, этого больше, чем 50%. То есть это вообще, вы понимаете, что да, есть какие-то моменты, которые, допустим, он вас содержит и обеспечивает, но вместе с тем берет и обесценивает, вместе с тем говорит и я не знаю, может вас ударить, может вас как-то обозвать. То есть я говорю про такие отношения, где этого так много, например, как больше 50%, либо есть те пункты, которые я перечислила. Первая причина, которая сигнализирует о том, что, возможно, это причина, почему человек не уходит, это страх одиночества. Допустим, девушка после родительского дома, после жизни с родителями быстро выскочила замуж, быстро начала создавать отношения, переехала к мужчине с браком или без брака. Здесь не суть того, в каких они отношениях были, а просто, получается, в таком формате быстро выбежала из родительского дома и стала создавать свою жизнь, но не просто свою жизнь, а опираясь на мужчину. И этого периода, получается, не было, где она могла бы самореализоваться, понять, а что же она хочет, а какие у нее есть границы, а как она вообще хочет обустроить свой дом, в каком районе она хочет жить, а что ей нравится, а что ей не нравится. И тут, получается,
часто вот такое вот чувство одиночества, невозможность прожить, столкнуться с этими чувствами происходит у тех людей, которые с этим чувством одиночества не соприкасались. То есть была жизнь с родителями, потом резко появился мужчина, с которым съехались, с которым начались резко отношения. И вот эта вот стадия была просто, ну, как знаете, человек просто ее пролетел. И поэтому, когда в терапию люди приходят, я могу столкнуться с тем, что а какие чувства ты испытываешь, когда вот ты представляешь, что ты от него уйдешь. И часто человек может сказать: блин, мне страшно столкнуться с этим одиночеством. И более того, мне страшно столкнуться с ответственностью, потому что я не знаю, как мне себя вести, я не знаю вообще вот там, а что я хочу, я не знаю, смогу ли я финансово это все потянуть. То есть это первая из такая основная причина, из-за чего человек может долго оставаться в таких отношениях, где его прессуют, подавляют, неуважительно к нему относятся. Это когда не было опыта проживания чувства одиночества, удачного опыта, где человек мог бы на этот опыт опираться. А он, получается, из чувство страха соприкоснуться с этим чувством одиночества, он создает возможные разные варианты, как бы с этим чувством не соприкоснуться, оставаясь даже в таких тяжелых отношениях. Это первый такой пункт был в моем моменте. Также следующий момент я хотела бы сказать про то, что часто у таких людей есть низкая самооценка. Здесь же можно же также вот эту причину связать и с первой. То есть у человека нет понимания, какой я, нет возможности и опыта вообще говорить, что я хочу, что я не хочу, отказываться, спорить, злиться. В общем, это можно обозначить как у человека низкая самооценка или недостаточно твердо поставленная идентичность, недостаточно хорошо сам человек себя знает и не имеет достаточно опыта, где он может другим людям говорить, какой он, а как он хочет, а как он не хочет. То есть, и из-за этого, из-за отсутствия такой опоры, можно долго оставаться в таких деструктивных отношениях. Следующий момент, из-за чего, третий уже получается, из-за чего человек может оставаться в деструктивных отношениях, это иллюзия, что я его изменю. Даже в тех ситуациях, когда ко мне приходят на терапию со словами: да мы уже 20 лет вместе, но я его изменю, да вот он исправится, вот он сейчас пьет, но это все будет позади. Сейчас я стала к вам ходить, все у меня изменится. Вот я сейчас там похожу на карты Таро, сейчас узнаю астрологию, я его изменю. То есть третий момент, он про то, что есть ожидание, что когда-то вы исправите и измените вашего партнера. Но на самом деле это ошибочные мысли. В терапии даже, когда ко мне приходят на терапию, я так часто и говорю про то, что мы можем в рамках работы со мной менять только вас, менять только того человека, который пришел ко мне в кабинет. Я не могу влиять на другого человека. Более того, вообще в психотерапии и так достаточно сложно меняется психика человека, потому что вот он привык все время чистить зубы правой рукой, а тут ходит он на психотерапию каждую неделю, я говорю, допустим, чистить зубы левой рукой. И это достаточно ведь непросто, когда этих привычек много, и они уже там у кого-то по 20, по 30 лет. А вот эти вот запросы «измените моего партнера» или «я хочу, чтобы он изменился» — это вообще просто нереалистичные запросы. Да, партнер может как-то измениться, но он, скорее всего, будет меняться от того, что вы как-то изменились, и он вынужден будет как-то и свое поведение менять. А на что вы можете влиять, это только на свою личность и на свою, в общем-то, психологическую организацию, и что-то с ней делать, допустим, в кабинете у психолога. А четвертый момент, из-за чего человек может оставаться в таких тяжелых отношениях, это такое, знаете, социальное давление, особенно если человек живет не в Москве, а в провинции. Я, кстати, не в Москве родилась, я вот так вот вспоминаю, если, допустим, в Ставрополе или в каких-то деревушках, так сказать, что вот я развелась, или я ушел, или я ушла, вот у меня сейчас там развод. То есть в каких-то таких маленьких городках, поселениях, селах явно может быть социальное давление про то, что как так? Да это как-то некрасиво. У нас вот в нашей семье все были всегда, вот все вот как выбрали своего мужчину и вот всю жизнь с ним прожили, и ты так должна. То есть может навязываться идея про то, что с тобой что-то не то, ты как-то
как-то не смогла удержать мужчину, то есть на девушку, я про девушек говорю, потому что я сама девушка, мне проще ориентироваться на это, но это может быть и ведь про мужчин. То есть говорят про то, что ты не смогла там улучшить отношения, ты не смогла, ну то есть перекладывают ответственность, как будто бы это дело в человеке, пытаясь навешивать какие-то ярлыки, какие-то убеждения про то, что ты должна терпеть, ты должна выдерживать, ты должна пытаться, ты должна, в общем-то, ну, как-то подстраиваться, ты должна молчать, ты должна засунуть куда подальше свою гордыню. То есть вот такими вот выражениями про то, что в нашей семье такого никогда не было, и ты так не поступай. И это может транслироваться как от соседей каких-то, от родственников, от знакомых, от приятелей. Потому что, ну, как бы социально, в общем-то, есть такая предрасположенность людей, особенно в таких мини-городках, влиять на людей. Следующий момент это такой травматический опыт, который был у человека. Знаете, когда человек приходит в работу, он вообще может это вытеснять и не рассказывать, а кто-то может это не рассказывать и год. Когда девушка, допустим, остается в отношениях с деструктивным партнером, который изменяет ей, который неуважительно к ней относится, и за этим может быть, и чаще всего эта причина, она всегда есть, может быть такой опыт, где и папа, и мама также были в деструктивных отношениях, и может быть либо точно такой же сценарий, либо, ну, в общем, какой-то негативный сценарий, где у ребенка заложился такой фундамент, что вообще быть в тяжелых отношениях – это норма. Вообще чувствовать дискомфорт, травлю, неуважение – это норма. Я в каком-то даже видео про это рассказывала. Если вы попробуете лягушку положить сразу в кипяток, она выпрыгнет. А если вы ее постепенно будете варить, то она не заметит, она сварится и умрет. То же самое здесь. Получается, с детства человеку поднимали этот градус, как лягушки, и выработался такой телесный инстинкт, где человек просто автоматически выключается эмоционально и не понимает, что ему это некомфортно. Кстати, в терапии потом, это ведь и цель потом будет работы дальнейшей с психологом, размораживать вот такие вот телесные где-то реакции, потом эмоциональные реакции, чтобы человек вообще мог замечать, что ему не нравится, что ему нравится, чтобы потом в дальнейшем можно было сказать, транслировать, следовательно, уже выбирать отношения, где, ну, такого, в общем-то, неуважения, чтобы в будущем не было. Еще немножко скажу про то, что когда есть, ну, можно здесь назвать это как некоторый сценарий, где девушка, допустим, видела с детства, что это норма для ее семьи, для того общества, где она находится. Логически она может и понимать, что в отношениях ей дискомфортно, но в то же время это может быть только логически. То есть она может понимать, что вот как-то по телевизору показывают, что, оказывается, насилие это запрещено, что это плохо. И логически она может понимать, что, скорее всего, как-то я нахожусь в отношениях каких-то не очень-то и здоровых. Но телесно в то же время часто, когда есть такой опыт травматический, где мама и с папой, в общем-то, тоже были в не очень таких гармоничных и теплых отношениях, и часто такая девушка, даже если попадет в отношения с любвеобильным, теплым, поддерживающим партнером, она просто не сможет быть в этих отношениях. То есть ее может начать просто колбасить, будет высокий уровень тревоги, она будет постоянно ему не доверять, то есть она будет постоянно там пытаться уходить, завершить эти отношения. То есть когда уже, знаете, я сейчас рассказываю такую историю, где это логически только может человеку казаться, что я хочу теплые поддерживающие отношения, но телесно, так как и в детстве такая ситуация была, и, следовательно, и во взрослой жизни человеку будет комфортно и привычно находиться в таких абьюзивных, деструктивных отношениях. Ну, если, в общем-то, с этим не работать и просто логически размышлять и слушать видео на YouTube, ничего от этого не изменится, так как, в общем-то, практику и новый опыт вы не получаете. Вот, поэтому может только казаться вам, что вот я сейчас найду того мужчину, с которым просто буду в теплых, поддерживающих отношениях. На самом деле это не так.
Пока человек не имеет новый опыт, он не сможет просто быть с таким теплым, поддерживающим партнером. Что же с этим всем делать? Ну, понятно, что если вы понимаете, что это ваша подруга или ваша знакомая, и вы видите, что она находится в деструктивных отношениях, что бы вы ни говорили, как бы вы с ней не общались, это вообще никак ничего не изменит. Вот это ее выбор, этого она хочет. Вы, конечно, можете сказать, там, я тебе рекомендую пойти к психологу, но она может на это сказать, что да, это к тебе нужно, к психологу. Каждый человек ответственен за свою жизнь, все, что вы можете сделать, это просто предложить, а дальше уже выбор за человеком. Поэтому, если вы находитесь, ну, допустим, такой случай, если вы находитесь в таких отношениях, что вы можете сделать? Первое, это вообще признать. Признать, что да, кажется все-таки, что даже не кажется, а вот убедиться в этом. Как знаете, когда работаешь с зависимым, первый пункт, первый шаг к выздоровлению – это признать свою зависимость. Здесь все то же самое. Первое – это признать, что да, я нахожусь в отношениях с деструктивным партнером, да, я нахожусь в отношениях, где мне некомфортно, где я страдаю, где нет диалога. Я нахожусь в тех отношениях токсичных достаточно, где нет возможности для моей самореализации. То есть просто признать тот факт, что мои отношения вот такие. Второй шаг – это он про то, чтобы этот новый опыт где-то получить. А этот новый опыт вы можете получить в отношениях с кем-то, с каким-то человеком, который мог бы вам этот опыт, в общем-то, транслировать и помочь вам вообще заметить, как вы себя ведете, и уже, в общем-то, пойти в этот новый опыт. Как я вам до этого рассказывала, что человека будет выносить, ему будет очень сложно, если он сразу, если он без опыта начнет теплые поддерживающие отношения. Это так кажется, что это просто, это не так. Вот, поэтому второй пункт – это обратиться к психологу, либо пойти на терапевтическую группу психологическую, то есть обратиться к тому человеку, который имеет психологическое образование, плюс учился в каком-либо из направлений психологических. Обычно это от 4 лет. На этой, в общем-то, практике заметить, а что вы чувствуете. Скорее всего, вы будете, рассказывая своему психологу, вы будете рассказывать какие-то истории из вашей жизни, а он вам будет задавать вопрос, а что ты сейчас чувствуешь? И в этом месте будет постепенно накапливаться у вас новый опыт. Вы будете понимать, что вот это он сделал, я чувствую это. Вот это он сделал, я чувствую это. Вот это он сделал, я чувствую вот это. И постепенно будет формироваться и создаваться конструкция, где вы за этими ощущениями будете уже мочь заметить, а как вы хотите, чтобы он делал, и как вы не хотите. Будет уже формироваться следующий этап ваших границ, вашей идентичности, вашей опоры на себя. Будет формироваться ваша самооценка. То есть это про некоторое накопление. Это только так кажется, что вы должны прийти, как, кстати, некоторые люди приходят на терапию и думают, что нужно в скорости рассказать о себе. Вот сейчас мне психолог даст совет и скажет, как мне жить. Суть терапии вообще не в этом. Постепенно вы будете накапливать свои телесные ощущения, понимание, какая эмоция за этим стоит, за этой эмоцией, какое ваше желание и нежелание вообще стоит. То есть будет формироваться ваша идентичность. Плюс параллельно будет формироваться ваш опыт работы с вашим психологом или в вашей терапевтической группе. Будет создана безопасная, теплая среда. 100% вам будет непривычно, будет включаться сопротивление, но так как вы будете ходить к психологу, психолог вас будет об этом предупреждать, будет, если замечать, вам будет об этом говорить, заключит с вами длительный контракт, где заранее вам скажет, скорее всего, ну я так делаю, я прямо на первых встречах говорю про то, что какие способы сопротивления и как, скорее всего, человек захочет уйти из терапии со мной. По истории человека понятно уже, как он себя ведет в чем-то новом. Ну, когда вот появляются какие-то новые шаги, как психика пытается убежать из нового опыта. Вот, поэтому брать, рисковать, идти, обращаться за помощью. Да, это очень круто, если вы будете смотреть YouTube-канал, читать книги, и это вам поможет сделать только первый шаг. Но для того, чтобы сделать второй шаг, вам нужен будет другой человек. Третий шаг – это уже уйти из таких отношений. Здесь, знаете, даже это такой шаг, который через накопление он и сам придет. То есть вы уже накопите так много своих каких-то переживаний, знаний о себе, знания, как вы хотите, как вы не хотите. И вам будет вот этот шаг сделать уже намного проще.
И более того, знаете, еще тоже хочется так сказать про то, что в психотерапии это может только казаться, что вот такой партнер у меня деструктивный, он так меня абьюзит, но в то же время в работе с психологом вы можете заметить и другую сторону, а какой вы вклад делаете в эти отношения. И иногда бывает так, что человек говорит про то, что я хочу уйти от своего партнера, потому что там токсичные отношения, а работая со мной, может человек прийти к тому, что на самом деле его-то вклад в это есть, и он тоже такой там, ну, тоже значительный. И оказывается, что отношения недостаточно такие уж и плохие, что оказывается-то и токсичу там и я. Постепенно от работы можно прийти к тому, что я стала с своим партнером по-другому общаться, и он как-то стал со мной по-другому общаться. Кажется-то я уходить не хочу. То есть уже как-то совершенно другое желание появляется. Пытайтесь что-то с этим делать, если вы чувствуете дискомфорт. Изучайте эту тему, смотрите видео, читайте книги, обращайтесь к специалисту. Не всегда это про уход, не всегда это про завершение отношений. Терапия может быть построена на то, чтобы вы просто заметили, а какой вы вклад делаете сами. И порой, когда вы меняете свои поступки и свои способы общаться со своим партнером, бывает так, что отношения правда реально меняются, и уже нет каких-то таких целей завершать эти отношения, и уже цель может появиться вообще уже совершенно другой. На этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал, там я выкладываю каждый день новые постики, новые статейки на тему отношений. Также обязательно приходите на мои терапевтические группы, потому что, чтобы научиться новому, человеку нужен новый опыт. Вот, с вами была Виктория Косик, я сертифицированный гештальт-психолог, магистр психологии. Основная моя тема — это отношения. До скорой встречи, всем пока!